Танкисты продолжают разбивать коммуникации террористов. Эти дома – своеобразный опорный пункт на этом направлении атаки. Они плотно прилегают друг к другу и связаны подземными сообщениями. Подвалы зданий хорошо укреплены и неуязвимы для стрелкового оружия и даже шилки. Танк, работавший на автодороге, закончил свою работу и возвращается на исходную. Экипаж отлично выполнил свое боевое задание. Теперь они должны быть готовы к приказу поддержать пехоту при необходимости. На правом фланге атаки офицер дает команду на выдвижение танка. Танкисты должны пройти по новой переправе через оросительный канал. Проход через канал и постройки у берега оказался неожиданным для боевиков. Они не ждали атаки на этом направлении. На левом фланге в ногу был легко ранен солдат. Оказание помощи своим бойцам – это один из главных приоритетов сирийско-арабской армии. Эвакуация должна быть проведена быстро, а медицинская помощь оказана вовремя. Пуля из пулеметной очереди бьет в крышу постройки, за которой укрылись офицеры и пехотинцы. Укрепленные позиции боевиков находятся в глубине построек и недоступны даже для шилки. Решить эту проблему должны танкисты. С момента ранения и до прибытия боевой машины пехоты не прошло и 7 минут. БМП доставит солдата к карете скорой помощи, и через 30-35 минут солдат будет доставлен в приемный покой госпиталя. Мой коллега отснял план со второго этажа, откуда работал расчет без откатки, и вышел, чтобы снять работу танка, когда в помещение попала граната РБР. Там в этот момент никого не было, поэтому никто не пострадал. Наводчик БМП внимательно следит за линией фронта. У боевиков много противотанковых управляемых ракет, и это большая угроза для всех, если ракета будет выпущена по стоящей машине. На правом фланге танк выходит на линию огня. Их задача преодолеть канал, выйти на автодорогу и как можно быстрее разбить огневые точки террористов, которые были разведаны боем. Если танкисты заметят передвижение живой силы противника, то не дать боевикам возможности открыть огонь. Пролом в зданиях прикрывает борта боевой машины. Первый выстрел из укрытия в пристройку рядом с основным зданием. При поддержке Саудовской Аравии, Турции и Катара боевики хорошо укомплектованы противотанковыми средствами и инструкторами по фортификационным работам. Мирный квартал города превращенными в сплошную крепость, нашпигованную современными вооружениями. Третий выстрел бронебойный, затем осколочно-фугасный для зачистки позиции. Танкистам надо как можно быстрее нанести удар и следить за линией соприкосновения, чтобы опередить противника.
Танкисты знают, что боевики отсиживаются в блиндаже и могут высунуться в любой момент. Экипаж внимательно следит за возможным движением. Сейчас под прикрытием брони танка дорогу пересекают пехотинцы. Снайпера боевиков могут открыть огонь по солдатам. Танкисты сейчас плотно работают с наблюдателями и, получив ориентиры цели от командира, бьют без промедлений. Пехота также активно поддерживает танкистов. Камера записала звуки стрельбы из автоматов и пулеметов. Ведь танк — это мощное оружие, но в городе он очень уязвим. И должен использоваться как скальпель, скрывающий укрепленные позиции, а дальше зачищать должны пехотинцы. Отработав по позициям, танкисты уходят. Под их прикрытием пехота пересекла автодорогу и приступила к зачистке зданий слева. Время в бою спрессовывается, и кажется, что прошло всего лишь несколько минут атаки. Первые 10 минут боя, и вот такие находки уже пошли. Килограммов 25 весит данное устройство. Скорее всего, это кумулятивная мина. Вот, уже вторую принесли. Когда мы разминировали дорогу, то по этой мине начали стрелять боевики, чтобы она взорвалась. Но, слава богу, она не сдетонировала. Мы ответили огнем по ним, и они убежали. Таких мин в Джобаре саперы снимают сотни. Это самодельные взрывные устройства кумулятивного действия. Боевики расставляют их вдоль путей движения бронетехники, а также через подкопы ставят их под асфальт. На правом фланге офицеры идут вперед, чтобы координировать действия пехоты. После отработки танка крупнокалиберных пулеметов можно какое-то время не опасаться, и это здание вполне может сгодиться для защиты от обстрела стрелковым оружием. На левом фланге пехота начинает движение дальше, к одноэтажному дому. Офицеры должны будут переместиться правее, чтобы координировать работу танка и обеспечить взаимодействие с пехотой. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.